Итак, я провязал третий ряд до конца, выполнил последнюю арку из 5 воздушных петель, соединился столбиком без накида. Теперь одна воздушная петля и соединяемся в вершину нашей первой группы соединительным столбиком. Все, наш третий ряд завершен. Теперь приступаем к четвертому ряду. Выполняем сразу в следующую арку соединительную петлю. Одна воздушная петля подъема. Вяжем 2 столбика без накида сюда же в эту же арку. Раз, два. Теперь 3 воздушные. Раз, два, три. 2 столбика без накида сюда же в эту же арку. Раз, два. Также в следующую арку 2 столбика без накида, 3 воздушные. Раз, два, три. И 2 столбика без накида сюда же в эту же арку. Вот так у нас получается. И так нам нужно провязать в каждую арку 2 столбика, 3 воздушные петли, 2 столбика. По схеме здесь вроде как я смотрю пико, но мне кажется, так даже симпатичнее смотрится и будет удобнее вязать в следующем ряду. Итак, в следующую арку выполняем 2 столбика без накида. Раз, два, 3 воздушные. И 2 столбика без накида сюда же в эту же арку. Вяжем так здесь в каждую арку. 2 столбика без накида, 3 воздушные, 2 столбика. В принципе, я думаю, здесь все понятно. Провязываем это место самостоятельно. Итак, вот я провязал вот от начала ряда, вот наш круг. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, скажем так, пико. Все, вот выполнил последние 2 столбика без накида. Теперь выполняю 2 воздушные. И передо мной следом идет арки одной воздушной петли не считаю, арка из 5 воздушных петель. В нее вяжем то же самое. Выполнил 2 воздушные. Теперь 2 столбика без накида, 3 воздушные и 2 столбика без накида сюда же в эту же арку 5 воздушных петель. Вот. Теперь опять 2 воздушные. И здесь мы сейчас вяжем то же самое, что и тут. Только здесь у нас в серединке будет один нюанс. Итак, провязываем в следующую арку между группами опять наши 2 столбика без накида, 3 воздушные петли, 2 столбика без накида в следующую. И нам так нужно сделать 3 таких пико. Вторую сделали, первая, вторая. Теперь делаем в третью. Вот, у нас тут должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь в центре нам нужно будет сделать вот так 2 воздушные петли. А здесь дальше опять поехали. Сейчас я объясню, зачем мы сделали эти 2 воздушные петли. Вы не забывайте дальше, там сейчас будете раппорты провязывать. Не забывайте в этом месте 3 провязали, 2 воздушные. И опять 3 провязали. Потому что нам в следующем ряду, в 5-м, нам эта арка 2 воздушных петель будет нужна, чтобы с ней соединиться, чтобы было все по центру. Ну там по схеме, в принципе, все видно. Все вот я сделал. Раз, два, три, 2 воздушные. Раз, два, 3. Теперь 2 воздушные. И в арку 5 воздушных петель также 2 столбика без накида, 3 воздушные, 2 столбика без накида сюда же.
То есть вот что у нас получается. Теперь 2 воздушные. И у нас раппорт повторяется. Опять 2 столбика, 3 воздушные, 2 столбика. То есть вот здесь на углу мы провязываем просто в каждую арку 2 столбика, 3 петли, 2 столбика. Здесь в арку 5 воздушных петель вяжем 2 столбика, 3 петли, 2 столбика, а между кругами у нас в этом месте по 2 воздушные петли. Здесь, вот здесь и здесь. Здесь у нас идет 3 пико, 2 воздушные, опять 3 пико. 2 воздушные, пико, 2 воздушные, и опять поехали. То есть за это пико мы будем в следующем ряду цеплять. В этом месте нам не нужно, мы будем цепляться за эти пикошки. А в этом месте, так как у нас здесь 6, чтобы было все по центру, мы будем за это пико цепляться. Все, таким образом вяжем ряд до конца. Итак, вот я провязал 4-й ряд до конца. В последнюю арку 5 воздушных петель я выполнил также 2 столбика, 3 петли, 2 столбика. И теперь я выполнил также 2 воздушные, и в самый первый столбик мы соединяемся соединительной петлей. Все, на этом вязание центральной части схемы у нас заканчивается, и по схеме нам нужно обрезать нить, и будем приступать к 5-му ряду немножечко другим способом. Вот я обрезал нить. Еще раз в следующий столбик я делаю также соединительный. Вытягиваю нить. Сейчас ее затяну. Вот, смотрите, что у нас здесь получается. Везде у меня здесь по центральным 2 столбика, 3 петли, 2 столбика. Между вот этими нашими полукругами также по 2 воздушные везде. И в центре этих кругов вот у меня по 2 воздушные. То есть между 3 пикошками вот этими у меня везде здесь по 2 воздушные. Они нам нужны, чтобы мы цеплялись в следующем ряду, чтобы нам удобно было. Все, а здесь этот хвостик я сейчас спрячу. Вот я прям за следующую арку цепляю этот хвостик. И сейчас протяну его в ту петлю, из которой выходит нить. Вот таким образом. Вставляю крючок снизу. Продеваю эту нить в ту петлю, как он выходит. То есть вот у нас образуется такая же косичка. Затягиваю. И сейчас назад вытяну эту нить. Все, то есть вот у нас идут косички. Она как шла, косичка, вот так и идет. А здесь за задние нити куда-нибудь протягиваем петлю в какую-нибудь одну из нитей. Вот так. Моя нить из 2 состоит. И я сейчас ее раздербаню, одну половинку протягиваю, а вторую оставляю. А теперь здесь эти 2 половинки я соединяю просто на обычные 2 узла. Все. И теперь этот хвостик обрезаю. Все. Приступаем к 5-му ряду. Берем нить, также кладем на пальцы, вставляем крючок, оборачиваем по часовой стрелке и теперь в получившуюся петлю протягиваем рабочую нить, затягиваем. Теперь 1 воздушная петля. В эту петлю нам нужно провязать 3 столбика с одним накидом. Первый столбик я заменяю 2 воздушными петлями подъема. Вы можете заменить 3, но меня это устраивает высота. Накид.
И в самую первую петлю я провязываю еще 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. То есть я провязал 3 столбика с одним накидом. Теперь 3 воздушные. 1, 2, 3. И в эту же петлю нам нужно провязать еще 3 столбика с одним накидом. Я вот эту нить вот так сюда загну и ее сейчас спрячу под следующими столбиками. Также в эту же петлю я сейчас провяжу 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий столбик. То есть вот в одну петлю мы провязали 3 столбика, 3 воздушные петли, 3 столбика. Теперь мы будем соединяться. Вот наш первый круг, начало ряда. Вот здесь нить, которую я обрезал кусочек. Узелок виден. Наш крайний круг вот состоит из 10 пико. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Первое мы пропускаем и сейчас будем соединяться со вторым пико. Итак, вот мы сделали нашу вот эту штуку. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3. Теперь во второе пико, первое пропускаем, во второе делаем накид и провязываем столбик с одним накидом. То есть вот она наша штука, 3 воздушные петли и во второе пико столбик с одним накидом. Теперь 3 воздушные. 1, 2, 3. Разворачиваем наше вязание. И здесь в эти 3 воздушные петли арку вяжем то же самое. 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные. 1, 2, 3. И 3 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. То есть этот ряд у нас вяжется поворотными рядами, скажем так. Теперь 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять разворачиваем наше вязание на лицевую уже сторону. И в эту же арку 3 воздушных петель, которую мы только что сделали, в нее выполняем то же самое. 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные. И 3 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. То есть вот что у нас получается. Теперь выполняем 3 воздушные. 1, 2, 3. И соединяемся столбиком с одним накидом уже в следующее пико. Теперь 3 воздушные. 1, 2, 3. Опять разворачиваем нашу работу. И в эту же арку между группами столбиков, которую только что сделали, также выполняем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И 3 столбика с одним накидом в эту же арку. Шесть воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем обратно наше вязание на лицевую сторону.
И вяжем опять сюда же, в эту же арку. В смысле не в эту же, а вот которую мы только что сделали. 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные. И 3 столбика с одним накидом в эту же арку. То есть вот что у нас получается. Вот эти 2 пико и с этой стороны 2 пико. То есть первое и последнее пико, первое и последнее мы не трогаем, пропускаем. Вот эти 2 пико мы соединились по одному столбику. Теперь в зеркальном также мы здесь тоже соединимся по одному столбику. А вот эти следующие 4 мы сейчас будем соединяться 2 раза в каждое пико. То есть здесь мы соединились, приступили к следующему, соединились, а здесь мы будем соединяться, развернемся и еще раз соединимся. Потому что у нас здесь идет закругление, нам нужно делать прибавки. Итак, вяжем этот момент. 3 воздушные, 1, 2, 3. В следующее пико соединяемся столбиком с одним накидом. То есть как бы все пока то же самое. 3 воздушные, 1, 2, 3. Разворачиваем наизнанку. В арку вяжем группу из 3 столбиков. Три воздушные, 3 столбика опять сюда же. Я сейчас здесь вяжу уже достаточно быстро, как бы, ну, тут все понятно. Вы уже здесь этот момент провязали, уже понятно, что как вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем обратно на лицо. В арку 3 воздушных вяжем опять 3 столбика, 3 петли, 3 столбика. Вот что у нас. Теперь 3 воздушные, 1, 2, 3. И столбик с одним накидом опять сюда же, в это же пико. То есть вот мы здесь 2 раза соединились. Здесь соединяемся еще раз в одно и то же место. Раз, два, 3. Вот соединились. Получается вот 2 столбика соединились. 3 воздушные петли сделали. Разворачиваем наизнанку. И в арку вяжем 3 столбика, 3 петли и 3 столбика. Шесть воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять разворачиваем на лицо. Вяжем все то же самое. Три столбика, 3 петли, 3 столбика. Все, теперь 1, 2, 3 воздушные. И вяжете сейчас самостоятельно все это дело. То есть вот, соединились раз, соединились раз, а здесь соединились 2 раза. Теперь соединяемся тут 2 раза, тут и тут. То есть всего у нас должно быть 4 места, где мы соединяемся по 2 раза. 1, 2, 3, 4. Затем вяжем 2 раза, точнее соединяемся вот эти 2 пико по одному разу, как вот здесь.
А когда мы подойдем к этому пико, к самому крайнему, 10-му по счету всего, здесь к 10-му, я вернусь и покажу, как мы будем вязать дальше. Если это видео вдохновило вас, было интересным и полезным, я буду очень рад увидеть, что же у вас получилось. Выкладывайте свои работы в Instagram с хэштегом «Вяжу с Дуду». Я этот хэштег просматриваю, лайкаю ваши работы и скриншоты ваших работ буду показывать в конце своих видео.